Легендарный Юфрейм. Практически спустя 5 лет мы собрались с ребятами и обсудили просто все. Помните, как мы бургерные открывали? Офигеть, сколько народу приходило. И вот именно на открытиях я чувствовала какую-то суперсилу нашу. Я чувствовала, мы рок-н-ролльщики. Как мы работали, не имея ничего, просто продолжали, и делали ошибки, создавали проекты, работали с гениальными людьми. Через Юфрейм прошло очень много крутых режиссеров, операторов, актеров, музыкантов. Нет, мы, кстати, очень много друг другу нанесли травм. И представляете, вот ты что-то Ты вот так сказал, говоришь, и ага, нечаянно... заткнись. Вот так. Да, вот так. Просто рассказали все как есть, как говорится, сняли перед вами штаны. И этот выпуск получился очень такой, знаете, эмоциональный. Блин, а я все время играла какую-то проститутку. Вот постоянно. было О, дебилка, о, Нет, Цель дебилка. сама додумала. От каких-то позитивных моментов до каких-то расстройств, переживаний, где мы высказали друг другу правду, как она есть. Короче, выпуск получился прекрасный. Каждый день я просыпался, просто играл и ложился спать. Что для меня Юфрейм? Для меня это дом. Давайте. А там же тебе Юфрейм! Ваши подписки на канал, это для нас реально важно. Комментарии, что что-то вы оттуда берете для себя. Ну и лайки, это реально очень крутое подтверждение для нас. Поэтому, друзья, просто не пожалейте, это важно. Погнали смотреть. Let's go. Спустя 5 лет этим же составом. Этим же стал один и нет, потому что она в Таиланде. Да. Мы вот спонтанно решили собраться и вот... А ты ведущий? Адина... О, А на подкасте все говорят. Не ори. о, не ори. Так, спокойно, спокойно. Короче, ребята, Мы сейчас я расскажем, считаю- кто был подавляющей личностью. Да. Кто Сегодня мы токсичный решили был. все рассказать. Снимаем, секреты. так сказать, трусы. Ах ты, вот такая Подписчики вот Вижена атмосфера. все знают. А, не Короче, трусы, у что? нас есть такой юфреймовский прикол, мы называем это мразотничество. И то есть это вот как-то так получается, когда мы собираемся вместе, мы начинаем очень сильно токсичить, мы это очень понимаем, хотя, оказывается, потом были обиды, как мы это позже выяснили, да, даже Ну, у это кого-то не мы травмы. облысели, а он. Возможно, у него были обиды, я не знаю. Нет, это Вот мразота. видите, Я всё держал в себе. Это было наглядный пример, сейчас только что наглядный, как это работает. Вот, давайте немножко сегодня поговорим вообще в целом о Юфрейме, о том, как это все начиналось, а именно ярких моментах, каких-то событиях, потому что я вот каждый раз рассказываю про Юфрейм, и я понимаю, что было столько всего, столько проблем, столько интересных событий. Самая раскрывающая ситуация вообще Юфрейм, я думаю, это будет история с «Наливай чай», или как она называется, когда мы делали пародию на «Тает лед». Ну не знаю, почему ты с нее решил начать А вообще. он, это- видишь, нам так весело было, что он решил с грустного начать. Нет, почему? Это же там было все в тот день просто. Давайте немножко расскажем. И это, по сути, вот коротко о Юфрейме. В общем, вышел знаменитый клип «Тает лед», где, помните, чуваки такие приседают, супер стильный, классный трек. И нам пришла идея сделать пародию на этот трек. И в тот момент еще к нам пришла реклама чая. И мы решили это все объединить и сделали из этого пародию. Называется «Наливаю вкусный чай», да, по-моему, это было? Ну, там, да, ну, короче, песню мы переделали полностью. Ну, Там не то, что пришла идея сначала, пародия, а потом мы добавили туда чай. Там от чая мы Да. придумали эту идею. Расписали полностью, и она сильно так зашла, что в моменте уже она была на «Пусть говорят» на Первом канале Евразии, там где-то в России, короче, гуляла. Наше видео? Наше видео, да, на «Пусть нифига. говорят» показывали, там прям, типа, как пример. Ну, очень много просмотров на YouTube собралось за кратчайшие сроки. И прям погуляло нормально. Нас приглашали потом в Алмате на какие-то шоу там, с бабушкой. Там, мы этих бабушек, которые тоже у нас так танцевали, Точно. тоже их приглашали туда. Но вы не ходили, и мы с Адиной туда пошли. Это было очень кринжово. Не, подожди, а давай расскажем именно сам момент, как мы это снимали. В этом же вся суть. Да, не, ну я предлагаю, это для тебя вот самое Вот такое реально, по яркое. идее, Давай это- каждый скажет свою. Окей. Ну, типа, чем у него давай так, ассоциируется? да, реально, каждый расскажет. А Можно причем уже, в ну, этой начал. истории его никого из нас не было, он только один. У меня там в был. пятницу военка была, я тупо все организовал, и все, я не Меня пошел. не было, Я очень вечером только правильно. присоединился. Я еще Её раз тогда не было, жалую. тогда Подожди, Адина была. ну давайте я реально расскажу тогда очень коротко, своей призмы, реально. да. Смотри, мы, короче, быстро это придумали, организовали примерно за сутки. И я помню день, вот утро, мы должны собраться все на центральном стадионе. Где-то 10 бабушек, 10 дедушек за 70 лет, они должны собраться, чтобы потом вместе мы поехали в какую-то локацию и снимали вот, как в этом клипе, тоже такую пародию. Локация степи. Да, в вообще. степи. Приезжает пьяный оператор с утра, помните, да, Да. то есть это, и
Он приезжает, и он без сознания. То есть я понимаю, что он как бы пил до утра, Да. и он еще не сделал паузы как бы. Я взял этот тан, его напоил, чтобы он более-менее в себя пришел. Он проснулся, окей, все, мы собираемся все вместе. И тогда вот Адина была, она, короче, всех бабушек, дедушек, было немножко прохладно, и она отвела их в банк, чтобы согреть, и покупала какую-то самсу, какие-то сушники, чай и так далее, потому что, ну, как-то их хотел согреть. Занимался организацией арти вообще глобально у нас. А в тот день он был на военке. И он, как бы, ему было сложно дистанционно все это делать, и мы очень тяжело общались. У нас была такая связь, типа, я звонил Адине, Адина звонила Артуру. По итогу автобус, который должен был сниматься в этом видео, который должен был приехать забрать наших бабушек, дедушек, поехать нас отвезти на съемку, он не приехал. Он просто заглох. То есть он всю зиму не работал, а потом он пытался его в тот день завести, он не завелся. Но он потом попозже приехал же. Ну, потом. Я самый прикол вот этого автобуса тоже, я же организовывал, Да. дополню просто историю. Звоню, короче, ищу этот старый автобус, как в клипе в оригинале, тяжело было найти, я нашел его на колесах. Я звоню и говорю, брат, вот у тебя же есть автобус? Он говорит, да, на продажу стоит, такая-такая цена. Я говорю, брат, не на продажу, в аренду дай на день, на съемки. И он такой, молчок, Артур, это ты? Я такой, да. Я по голосу узнал, брат, вы что, Вайн снимаете? Настолько тогда популярная тема вообще Юфрейма была, Вайнов, что вот так вот, прикиньте, по голосу узнали. Я говорю, да-да-да, вот так. И он говорит, все, это приеду, там чуть ли не бесплатно он там все сделал. Но утром началась эта проблема, у него тупо из-за того, что всю зиму он не заводил, не завелась. Потом он там антифриз добавил туда-сюда, с опозданием приехал, пока бабушки мерзли. Все, передаю дальше Арману. Спасибо. В этот момент я, получается, ну, у нас еще другая проблема. Локации нету, где мы будем снимать. И мы с пьяным оператором хотим сесть в нашу машину, Corolla на тот момент. И я ее завожу, и она впервые в жизни не заводится. Да. Вот именно в тот день она ломается. Я думаю, твою мать, что это вот не поперло просто глобально? Я звоню Арти, говорю, ты где? Он на военке. Я говорю, дай мне, пожалуйста, свою машину. Приезжает, а я ключи отдаю, так выбегаешь, я в туалет, говорю, сам убегаю с военки просто, ему ключи передаю, убегаю обратно. Чтобы ты понимал, как я к тебе ехал. Мы ловим такси, тогда еще вот так ловили. Помните, когда вот так Яндекса рукой? не было. Подъезжает, короче, дедушка один, мы едем, и прикиньте, тогда я курил, короче, я у него говорю, ага, можно покурить, короче? А он, прикиньте, кашляет очень сильно. И он разворачивается и мне говорит, ты дурак, что ли, курить? Я такой раз, типа, почему? Говорит, у меня рак легких, говорит. Я каждый день ночью кашляю, этот кашель невозможно остановить. Ты что, идиот, что ли, курить? У меня там, видишь, осознания свои, короче, думаю, как так? Вот что за день просто? Еще таксист втыкает мне за то, что... Ладно, все, уже не буду курить, короче. Приезжаю, у Артура беру ключи, садимся на машину, едем просто куда-то. Параллельно звоним, где там автобус, его нету. В общем, мы едем в поле, нашли поле, и, прикиньте, стоит это колесо. Как в оригинале клипа. Как вот в клипе должно быть. Мы такие, вот оно, приехали, скидываем локацию. В этот момент, слава богу, через час-полтора приезжает этот автобус, едет этих бабушек, везет. Привозят все туда в поле, мы начинаем снимать, и у нас, у оператора не заряжен Ронин. Это такая штука, которая держит камеру. А там вот, ну, это основа, типа, этих съемок. Ну, да. Потому что там нужно постоянно эти движения делать. В общем, вот мы начинаем снимать, уже обед, солнце стоит прямо над нами, бабушки, дедушки в чапанах, им становится очень жарко, еще и мы их заставляем танцевать, у них не работают колени, Они хрустят. Адина начинает их заставлять танцевать, стресс просто накаляется, камера И отключается. клиенты пишут, когда скинете на утверждение, сегодня надо утвердить, завтра надо закинуть. Одновременно все это, конечно же, происходит, и мы 4 часа где-то снимаем это все. Потом едем домой, и вроде бы на этом все. Теперь приезжаем домой, все окей. Машину там мы как-то завели, и нужно дописать трек, я помню. Я уже приехал с военки, Да, уже всё. вечер прям. Мы едем, ты тоже там был? Я уже домой приехал к Адине, у Адины дома были. У Адины дома мы досъем делали, и в Досъем этот момент делали. звонит Расик, это наш менеджер на тот момент, Расул Абдулаев. Звонит и говорит, Арман, в общем, от рекламы отказываются. А у нас песня про рекламу, про чай вообще. Просто они вот не хотят, все. Передумали. Да. Я Пипец. помню, как Расик, извини, пожалуйста, я так ужасно на него кричал. Да. Я говорю, брат, да ты чё? Такой брат, ладно, не буду тут брат. Там было мат, перемат, потому что, ну, это Визжал. стресс, да, я визжал, конечно, там страшно. Отсняли, все равно договорились, он там пошел общаться с ними, поехали на студию. Записали трек, все вроде бы окей, едем на этот монтаж к Игорю, монтажеру нашему. Вставляем флешку, а она не работает. Файлы не открываются.
и он говорит, что они сломаны, повреждены. Да. Вот все, что мы снимали, оно это было повреждено. Я помню стресс этого вечера, я вот уже думал, блядь, когда этот день закончится? А Вот ты просто, материться я можешь не знаю, я сейчас забыл просто, что мы снимаем, просто реально вот как из души Снял просто. трусы, ребята. Да. И я говорю, так когда это закончится? И в этот момент звонит Карина мне и говорит, Арман, там София, племянница, упала, ударилась головой, у нее внутреннее кровоизлияние, и врачи говорят, что она, возможно, не выживет. Они сказали, скорее всего, не выживет. Я помню, вот тот слышу день. это по телефону и думаю, мать, что за день? Просто что это за день? Я выезжаю на машине, подхожу, вижу, знаешь, вот кадр, кино просто. Вот стоит больница, оттуда падает свет, стоят родители, просто бледные, ждут, когда там врач выйдет, что-то скажет. Я иду до них, и мне с каждым шагом становится все хреновее. Я не знаю, что им сказать, я просто рядом становлюсь. Потом вижу, мама Карины идет и просто плачет по пути. Такая атмосфера жуткая была. По итогу приехала Карина, мы с ней там прогулялись, немножко восстановились. Тут выходит врач, говорит, все хорошо, операция прошла успешно. Монтажер позвонил, сказал, что все нормально, файлы восстановились. Монтаж сделали по итогу, залили видео, и оно стало легендарным. Ну, там залетело на много-много просмотров, здесь сейчас ставим скрин. Вот это был Юфрейм, вот для меня это вот в одной истории был Юфрейм. Давайте теперь, кто еще что расскажет? Уровень стресса, да, по идее? Да, всегда Потому стресс. что сами же все организовывали. Да. Сейчас как? Это же намного оптимизировано. То есть у тебя есть помощники. Вот у тебя, кому ты допустим, можешь- да, целые Не, там... 40 помощников. Да. И вот ты, ну, как бы им поручаешь, они тебе организовывают видео. А раньше реально это было очень сложно. И когда ты такое слушаешь, думаешь, ну, как будто вы свое здоровье и стресс, и нервные клетки все посадили примерно за период Да. организации. Ну, у нас Арти отвечал в основном за организацию. Я прям помню. Один же Да. организовал. Но... Один раз за подбор актеров отвечала, вот когда Она, ещё короче, она настраивала актеров, общалась. Вот когда бываешь же неловко сидишь, молчишь, Да. и вот один всегда разруливал. Я как будто ничего всегда не делала. Есть такое? Вот я Каря сейчас чуть-чуть, осознаю, да, была. что я просто была в Юфрейм, потому что я его девушка была. Но я так сильно не Ой, трудилась, как как она остальные еще ребята. сопротивлялась, какая вредная была, скажи. Да. Я ещё У нее хорошо были помню. периоды, она сопротивлялась, а потом она наоборот тянулась, а потом мы поняли формулу, что где Карина, там вообще просмотр, мы старались куда-то ее в какой-то вайн просто впихнуть на секунду, чтобы ее на обложку поставить. Да. Потому что Арти хоть голый был, хоть сальто делал. Хоть там супер было смешной 5 сценарий. просмотров. Карина просто такая, привет, и там миллион просто. Да, так и было. И так и было, но при этом я не умела ни отыгрывать, ничего делать, еще противная, Я капризная еще была, мне хорошо так помню, стыдно. когда, помнишь, типа, нужно было, чтобы ты отыгрывала, и Блин. она говорила, отвернитесь все, и мы вот так все отворачивались. Да, короче, меня они заставляли отыгрывать, ну, как заставляли, в смысле, ну, надо было отыгрывать, и ребята все отворачивались, мы так скандалили постоянно, он не понимал, Они почему. ругаются прям сильно, я кринжевал всегда. Вот, ребята, если вы думаете, что у вас там в браке или в отношениях все плохо, чуваки постоянно ругались, и сейчас у них гармония, я понимаю, что, ну, со Ну. временем все норм будет. Ну, то есть, да, мы постоянно ругались, это был ужас какой-то. Но ты всегда была на съемках, потому что она еще и ревновала сильно. Просто, типа, не знаю, его или время, или что-то хотела делать. Но я что хотел сказать, мысли пока не потерял. Она единственная, кто не забывала про свою личную страницу. И пока мы убивались на Юфрейм, работали, делали, типа, это наше детище, мы вот так вот прям лелеяли его. А она личную страницу хреначила. Да. И прям как знала, что однажды Юфрейм закроется, и она личный бренд, она шарила, что личный бренд будет. Да. Нет, я же такая была, типа, бунтарка, Да. и я такая была не такая, как вы, типа, Да. такого, и из-за этого вела Каря свою писала страницу. революционные посты. Да, Да, у меня да. был такой период, что я прям постоянно, вот они так делают, а я вот так сделаю, они так, а я вот так, постоянно. Вот. Но мне кажется, из-за этого и заходила тогда людям. Да. это. А для Нет. тебя что Юфрейм? Для меня Юфрейм... Для меня почему-то больше всего воспоминаний связаны с Москвой. Да. Когда мы с ребятами туда поехали, и у нас даже, как мы туда ехали, мы ехали с огромными чемоданами, с реквизитами, помнишь? Да. И Арти у себя Ой, прикольно. провозил вот такой
Да. Не, ну это не туда было, что ты путаешь? В Москву Почему было? это в Москву было? А Это в сейчас я Москву. скажу. Не Ребят, знаю, это Настя, что поспорим? Давай поспорим. Поспорим. Это Я вам было сейчас в Москву. расскажу, я вам сейчас расскажу, как было. Давай. Мы снимали для Ютуба, короче, с Айжан Байзаковой, когда у нее тот еще имидж был, в день вылета в Египет, когда мы летели. И там все были, когда мы в Египет полетели. Я, Нет. вы, Илья, Джапар, все мы всей толпой поехали, все они надо мной еще угорали, типа то, что я поехал. Я забыл из сумки просто вытащить огромный вот такой самоты, который был для съемок. И еще мне на этом рентген-фигне говорят, а что у вас там в рюкзаке, в ручной кладе? Я такой, это штатив, у меня там штатив был, короче. Они такие, это не штатив. Я говорю, да вот, смотрите, открываю, там розовый, огромный, вот такой вот самотык просто. Я покраснел сразу, мне так стыдно стало. Я говорю, это не мое, это для съемок. Я вот там же в туалете в аэропорту ее оставил. Такое маленькое, знаешь, вот эта мусорка, где вот так вот еще открывается. Вот так вот. Еще думаю, блин, как типа вот та тешка, которая будет убираться, что она подумает? А как ты собирал чемодан, если это Не огромное? чемодан, это сумка, ручная кладь, я просто, она была с собой, я прям со съемок сразу в Он аэропорт всегда поехал. с собой носил. Всегда прям один раз в жизни съемка была. Вот так вот раздаются слухи, Не, ребята. кстати, Арти вот еще никогда не боялся кринжа, да, навалить? Ему Да, пофиг да. было в этом плане, Ему реально. все равно было. Но при этом всем Арти был очень депрессивный. Твою мать, вот он, знаете, вот я помню вот эту серую Короллу, и ты слушал бесконечно на повторе восьмая Аль-Хайям, нота, восьмая Аль-Хайям. нота. Джахкалиб, грустные Восьмая песни, нота. Аль-Хаям. Как это, напомни чуть, пожалуйста, это было просто... Не смогу, не Оставлю помню. тебе что-то восьмая нота, ты моя восьмая нота, что-то... Не помню, честно, Как не она смогу напеть. смертельно грустная. Я То есть, её чтобы вы тоже понимали, обожаю. это вот есть разные настроения, это апатия была примерно, да? И вот Арти, он такой веселый был, несерьезно угорал, а когда он садился в машине, он как Джокер был. Да. Ёб твою мать, Короче, фу, еще не у надо было депрессию. дождь. чуваков была машина, вы же вместе передвигались, Да. а у меня не было машины. И когда нужно было до какой-то локации доехать, я всегда садилась в машину к карте. И он реально вот такой, а потом мы садимся в машину, и умерший вайб, и мы вот так едем, и он вот так умерший едет, я думаю, даже слова не знаю, что Да, сказать. страшно, Просто я боишься, думаю, думаешь, страшно, он как как бы будто... он сейчас просто не помер от грусти. Да. Я просто возвращался в Я хотела ему одиночество. сказать, сука, не плачь. Я возвращался в одиночество просто. Я же очень рано один начал жить. Еще мама уехала в Америку. Да, и и ты просто там есть один типа был. разница, когда ты уезжаешь, там многие же уезжают там, Да. учиться Да. куда-то и так далее, другой город, другую страну. А от меня уехали, я такой просто один остался, типа, с отцом на тот момент не общаюсь, просто намертво, типа, там, в ссорах, контрах у меня обиды, короче, никого нет, расстался там, и все. И у меня только вот, я забывался Юфреймом, это вот для меня Юфрейм это типа, наверное, вся жизнь была вот та вот, период с 19 до 20, господи, не знаю, 4, сколько там мы хреначили, вот этот весь Юфрейм, только себя туда посвящал, типа, просыпался, что-то вот организовал, мы снимали, делали, и все то, что вот Юфрейма было, вот эта медийная история. Я единственное, еще меня все спрашивают, а как ты один живешь, а как ты готовишь, типа, а что ты делаешь, как ты убираешься, а я дома даже не, я дома только спал, Да, по да, факту, я поэтому и не нуждался в еде дома, у меня продуктов никогда дома не было, Да. я просто, типа, там приходил поспать, по факту, и для меня Юфрейм это прям действительно вот такой вот большой этап, но это не то, чтобы... Я прям забывался в работе. Это не то, что я хорошо говорю, то, что мы там сделали, потому что от себя не убежишь. Когда Юфрейм закрылся, когда карантин начался, я тоже там пытался забываться в личной странице, что-то какие-то движники. Но рано или поздно я себя нагнал и еще хуже в депрессию ударился, короче. Я от себя убегал, короче. Прикинь, все вот эти вот годы Юфрейма, я от тебя убегал. И потом сам себя догнал и такой, а кто ты вообще? И я сломался вот так вот, и год из дома не выходил. Вот эта депрессия, когда меня не было, типа, в Инстаграме, просто сломался. Я там расстался, с друзьями перестал общаться, с семьей перестал общаться там толком. Просто вот один сам с собой похудел на 20 чем-то килограмм. Вообще вот такой дистрофик был, типа, болеть начал. И вот год пытался там ответить себе на этот вопрос. Ну, рано или поздно ответил, вышел, сейчас, ну, слава богу, все хорошо. Блин, кстати, Да, про этот кстати. период Арти надо отметить. Я помню, как, знаешь, я тебя встретил зимой, я помню. Мы с Ну, тобой ты прям гуляли. Арма меня, кстати, вот один из немногих людей из моей жизни, вот кто прям всегда пытался быть на связи, вытащить меня, помочь. Мне тогда нафиг это, я не хотел вообще, Да, у меня это прям чувствую. силой прям заставил, Да. я прям пришел на эту встречу, он мне еще сторис что-то там снял, я сижу и пытаюсь что-то впитать, короче, сделать вид, что все хорошо, но прям я чувствую, что не все хорошо, и такая фальшь, такая встреча Да, была, да. но я внутри себя все время, типа, держал это, блин,
ему типа не все равно на меня, у меня есть друзья. Как-то все равно это внутри, короче, Да, было. да. Я помню, ужас это было. Ты похудел? На сколько Я, килограмм? ну, я 24. я 70 килограмм там весил прям. А вот, до этого был 100. в да, Юфрейме. сейчас я типа вешу 95 вот Да, сейчас, да, а да. там я 70 весил. Я Это вообще вот нереально, так типа, Да. вот. У меня вот прикиньте, так минус вот прям. 20. Вот. И я помню, Артур шел, когда я вот в жизни его видел, вот первый раз за этот период, когда вот эта депрессия началась, я такой думаю, ой-ой-ой, кажется, что-то вообще не туда идет. Да, И- самый пик был, помнишь, когда мама Артура звонила и говорила, блин, типа, чуваки, я не знаю, что делать. Вот это я, кстати, Да. не знал. Мама звонила Да. и Да, ребятам и всем, вот это типа, было Нет, твоя реально мама в страшно. этом плане вообще, она просто уникальный человек. Она еще, знаешь, так позвонила, говорит, Арман, типа, вот вы же вместе, типа, всё дипломатично делаете». Да, она попыталась, говорит, да. вот что-то с Арти происходит, вы должны, наверное, вместе тоже что-то делать. Типа, давай сейчас что-нибудь создайте там, замутите, какой-нибудь проект, что-то еще. Я такой, блин, в натуре. Она тоже вот так толкала. То есть Да, это тоже да. еще было с поддержки мамы, потому что это прям было... Получается, вам все сильно. равно, да, просто мама попросила? Да, по сути Ну, так. ой. Ну, смотри, ты вот расскажи по Не, итогу. настолько? Нет, я вот- пропустил, как Томосик родилась, понимаешь? Я в Да. Инстаграм не заходил. Я потом, когда начал смотрю, дочь родилась у Аим, типа, вот, и я такой, я очнулся, такой, как? Сколько я пропустил, А типа, вот понимаешь, ты что насколько? делал тогда каждый день? Вот объясни свой день просто в депрессии. я, короче, это как, я, короче, много там читал, там, к специалистам ходил, короче, по итогу пришел к тому, что это называется, типа, издревле еще у мужчин называется уйти в пещеру, короче. Да, Когда ты не можешь какую-то задачу решить, да. ты психологически только вот об этом думаешь Да. и не знаешь, и не можешь решения Да. найти, то мозг пытается как-то, короче, себя спасти, потому Да. что ты сильно себя поедаешь. Да. И каждый человек уходит по-разному. Ну, я не знаю, девушек такое есть или нет. Я вот ушел в игроманию. Я вот просто играл в доту, еще в доту первую. Это единственное, во что я умею играть. Я просто вот каждый день я просыпался, просто играл и ложился спать. Я ел там раз в 2 дня вот так вот. Я поэтому сильно похудел. Мне ничего не... Я просто так сидел и играл вот так вот. Лежал, сидел и играл. Телефон Что с не деньгами был. в тот момент было у тебя, кстати, интересно? Ну, была какая-то подушка безопасности. которую Просто собирал. сохраненный, но Просто ты не сохраненный. зарабатывал Ну, мне ни на вообще. чем. Я живу в маминой квартире там, и типа все, иногда чуть еду какую-то поем. Все, мне больше ничего не нужно. Офигеть. И у каждого она по-разному, видишь, мне еще, ну, грубо говоря, повезло, там кто-то уходит, да, в алкоголизм, наркотики, не дай бог, там еще какие-то разные вещи. Это вот эти вот этапы, когда кто-то в спорт уходит, да, Да. наоборот, жесткий спортсмен. Вот девочки, да, любят там сразу я ему докажу, там спорт, Стрижем волосы. волосы постричь, Да, сразу да. имидж меняет, ну, Да, с разные да, моменты, да, короче. да. Я вот в игроманию, короче, ушел. М. Такая тема. Кто-то в развитие уходит, это самое, что не в наверное. лудоманию. Ну да, вот такие моменты страшные, короче. А что вот как ты оттуда вышел? Вдруг это сейчас для Ну, кого-то будет, это знаешь, вообще какая-то- вопрос о поиске себя же, кто я. Каждый Да. задает это все вопросы. И вот прикиньте, год тупо я не мог на такой. Вроде бы на поверхности вопрос, кто я, почему я. Я вот реально в гонке там вот это юфреймовской, просто каждый день у нас одно и то же было. Мы там в стрессе вот так вот что-то снимали, Да. что-то делали, работали, зарабатывали. И не успевал, наверное, побыть с собой. Я поэтому говорю же, Карина молодец, что она всегда продолжала там свою какую-то линию, типа, не зря мы тогда прислушивались к твоим советам, типа, потому что ты прокачивала себя, а мы в рутине той жили, типа, вот, мы, типа, там, сценарий, да, это сейчас пригождается очень сильно, мне это пригодилось сейчас в нынешний момент. Но вот мы забывали про себя. У Арман потом резкий рост пошел, когда он к себе, ну, на себя начал акцент делать. У девочек, у Аим тоже, там, у Адины сейчас такой этап идет. И вот я с таким этапом тогда встретился и к разным специалистам ходил. Там, знаешь, начиная психологов, там, нумерологов, сюцай, Да-да-да. там, по гороскопу. Там все было, короче, и ЕМШ, кому только не ходил, просто за одним вопросом, там, ну, грубо говоря, я сейчас понимаю за одним вопросом, что кто я такой, что со мной. Ну, не побоюсь сейчас здесь это говорить, я нашел себя, ну, ты когда такой вопрос задаешь, в любом случае ты, по сути, обращаешься к Богу. Я пришел к Богу, все, я нашел себя, нашел вопросы, вернее, ответы на вопросы, которые вот искал, Мгм. вот, в религии где-то, и классно все потом пошло, прям вот просто, знаешь, как ты там часто выкладываешь x10, x20, ну, у меня вот x100, наверное, все пошло. Да, так вот. кстати, реально. Что был 0 просто, а потом, ну ладно, 0 не умножишь, но 1 был, Да. сразу x100 там стал. Да, точно, Ну, точно. кстати, да, Арти так плавно вернулся, и Мгм. он вернулся с хорошим видосом, я помню, он такой был Я помню, залетающий. что что-то да. Очень- типа, я пропустил все тренды, и сейчас я их в один ролик. Много было, еще сделаю. большой был ролик там, где вы Да, снимались и, тоже. Да. и в целом, Да. ну, то есть как-то ты зашел так круто, органично, и Ну, потом я нагонял прям, сейчас мне уже тяжело такого было нет. первое время, если честно, было тяжело, нагонял, потому что раньше,
типа, что было раньше Инстаграм? Мы просто снимали войны. Мгм. Да, ну не просто, это было тяжело на Да, самом деле. да, Мы писали сценарий, мы обучались этому искусству, мы ходили на актерское мастерство. Это целый процесс был. Мы там от телефонов переходили к профессиональным камерам, к свету, к реквизитам и так далее. Это сейчас почему-то опять к телефону пришли, потому что удобно, они Да. супер классно снимают, не как раньше. Но мы как-то вот так вот росли. Это все сейчас пригодилось нам, конечно, в жизни. Ну вот для меня Юфрейм, наверное, опять вернусь к мысли, а то сейчас долго буду говорить. Это вот целая эпоха, целая жизнь, целый поиск себя. И сейчас, да, я А себя... помнишь слоган Юфрейм? Вот слоган Юфрейм... Ты в рамках? Нет, Ой. найди Там было себя. Найди себя. Найди себя, слоган Юфрейм, Прикинь. кстати, был «Найди себя». Почему-то, кстати, не звучит, по идее, для Юфрейма это. По идее, Но- найди себя в этих видео. Да, мы же да, так да, да, хотели. да, да. Точно. Да, Ну и- Юфрейм, типа... Ты в рамке. Вообще, давайте название, Да. откуда? Да. Это, кстати, Мы- капец Мы прикольно. долго не знали, как назваться, типа, уже мы нормально страницу начали прям снимать систематично, у него на Юсупов 21 было. Да. И в какой-то момент Арман такой, давайте уже как-то назовемся, как ребята из Joe Cases, кстати, от них мы придумали, ну, вернее, они подсказали Да. нам, типа, давайте, типа, ну, посмотрели их видео, давайте тоже подумали, снимем. Тогда же это видео мы Назим, вдохновились да? от того, Вдохновились что... от них, да, вот у них недавно недавно ребята реюнион был. собрались, Да, типа, да. спустя там много Да. лет, и я тоже думаю... И название тоже оттуда пошло. Мы долго не знали, как назваться, хотя уже снимали нормально страницу, там 30 тысяч подписчиков, что-то такое было, нас все паблики закидывали. И мы спросили, там, у всех спрашивали, как назваться. И Назим Мисанов вот так просто, как назовемся? И он в моменте, Юфрейм. Да. Мы такие, что такое прикольно? Он говорит, ну типа, фрейм, кадр, ты, типа, ты в кадре. Мы такие, прикольно. И Арман вообще сильно вкатил, потому что, типа, Юсупов еще, ну, философия осталась, типа, потому что на его странице это идее, начиналось. Личности. По идее, очень прикольное название, ну реально. И Юфрейм. если так даже его разобрать, оно имеет смысл, и плюс еще оно звучит классно. Ну Типа, да, это да, не да. просто какое-то такое слово прикольно, оно реально круто звучит, Юфрейм. И любой человек запомнит. Вот, это прикольно, то, что так у нас получилось. Кстати, вот можно еще тут момент скажу такой, что Юфрейм это еще просто ребята, которые, вот это если не брать АИМ, она изначально просто уже реально же актрисой была. Да. То есть, а мы вот сами, когда начинали, мы реально, вот я помню, нас Эльдана заметила, Фурайс, и позвала на встречу блогеров. Помните эту встречу? Да. Мы пришли туда, и мы охренели. Вот каждый из ребят был очень харизматичен. Красивый. Я помню даже вот Джо Кэсси, вот если описать так, я помню, я смотрю на Азию, думаю, он, помнишь, говорил на британском, английском, На индийском, на на индийском, всех на акцентах всех мира. языках. Он еще харизматично Да, так еще двигался. отыгрывала его. И я вот так на него Костюме смотрю. такой Он еще высокий. 2 метра ростом же, да? Вот Да, так? да, Я да. вот так на него смотрю, вау. Смотрю на Ахмада, это араб. Я думаю, боже мой. Смотрю на Аселин, помнишь, она вот так крамп, вот так дерзко Да-да-да-да. танцевала. Харизма там просто. Как? Там Энергия Моля такая. отыгрывала нереально. Бекс, генератор идей был тогда. короче. Казахмеш на казахском. Да, на казахском. Все у них было. Да, Жандос Жандос снимал вообще. вот просто на телефон, как никто не снимал. И мы, помню, тогда с ребятами сильно обрадовались и одновременно сильно, я помню, загнались, что, я помню, мы ехали в Ну, машине, вот 3 урода были. и мы такие, ой, ребята, нам, кажется, придется взять трудом, придется... Не, знаешь, я как скажу, это даже напутствие, может, для тех, кто смотрит. Мы же подумали, что уже поздно на этой встрече на самом деле. Да. Потому что мы увидели всех топчиков, там были Quicks, Джо Кэссис, Абдукен, Эльдана, Форайс, там еще в Казахстане другие ребята были, но на одной встрече мы всех их увидели, такие, ё, Quicks Junior, ребята, наши кенты, мы увидели такие, ё, уже поздно, мы тогда, 10 лет назад, это 2015 год, мы подумали, что поздно заходить на рынок, Да-да-да-да. и мы такие, надо другим брать, мы будем делать пранки, и мы создали YouTube, KZ, пранк KZ, короче, пранкс. Да, да, Такие, да. мы будем пранки снимать. На первом же пранке мы поняли, что это не для Казахстана, Армана избили, короче. Да, это было Но при этом при всем, Джо Кэссис, ребята, к нам Бекс пришел, а он реально же шарит, он сейчас продюсер крутой, он такой, увидел наш потенциал и говорит, давайте вы будете на Джо Кэссис YouTube снимать. Да. И мы с Армой тогда, Согласен. мам, мы в Джо Кэссис, все, Да-да-да. мы, прикиньте, я до сих пор у Бекса в телефоне подписан Артур Джо Кэссис, прикинь. И мы отсняли там 1-2 видео для них. Жандос, кстати, снял. Жандос их не смонтировал, что благо для нас. И мы такие, ну Арман так, ладно, они не хотят, давай так же продолжать снимать, как до этого Прикольно, да, снимали. что все во благо, да, кажется, идет, так смотришь? В любом спустя случае, всё время? во благо, да. Офигеть, то, что он не смонтировал даже по итогу, классно Конечно, же. а мы же загоняли жестко. Там как было, Бекс говорит,
у нас все в команде сплочено, все будет классно. Да, видимо. У тебя интервью сегодня, да? Жалко, что он только ты разговариваешь. Ну, можно говорить просто. А мы Нет, пытались вы нам... пытались. Ну, вы и в остальные. Ефреме ничего не делали, сейчас тоже просто для красоты сидите. Мы вас на обложку поставим просто. Кстати, насчет подавления, да? О, Нас, Давайте э, интересные темы обсудим, да? Ага, да, давайте. Нет, мы, кстати, очень много друг другу нанесли травм. Мгм. Мы очень много над друг другом стебались, и я понимаю, насколько вот, ну, я вот только, наверное, более-менее вышла из этой темы, что я перестала загоняться, потому что до этого я думала, блин, я не могу отыгрывать, я не могу то, я тупая, я сякая и так далее, и, ну, прикольно, короче. А я была очень экстравертом. Вот честно, до Юфрейма я пипец, я самый громкий человек в компании, я вот не стеснялась выражать свое мнение, я пришла к ребятам, и у них вот мразотство вот это вот есть. Да. И мы разговариваем, и представляете, вот ты что-то Ты вот сказал, так и говоришь, ага, нечаянно... заткнись, вот так. Да, вот так. Вот так. Или, допустим, ты такой сказал, ой, дерево, ой, дорево. И ты такой стоишь, ладно, типа, да я буду молчать лучше, да? Потому что, не дай бог, ошибешься. Они все так, когда ты разговариваешь, они так смотрят. Тут. Как Типа, шакалы, как щас, шакалы. Да. Типа, где она сейчас? Самое классное, что он говорит, они, как будто она так не делает. Ну, мы тоже так А потом делали. мы переняли, потому что Мы, как-то да, выживать. вы- Такая Выживали. же пришла, Да, не надо мне да. тут Она не сара- пришла такая Она же. сейчас себя хочет, принцесса. Ты такая же пришла, тоже каскарша, вот такая мощная. Тоже сразу Если ты влилась, честно, сразу я хреначилась. офигела, как когда Аим к нам только пришла, она снималась в 6 утра в фильмах, потом снималась в Юфрейм, потом шла гуляла, и опять на утро в фильмах снималась. И я думала, Как лошадь, да. лошадина, вот Вообще, просто вот. да. Вообще не знаю. Я вот прям смотрела, ну ты, что ты такое, как ты это делаешь, типа. Но вообще в целом расскажу тоже, как я пришла в команду, потому что ребята многие знают, что изначально состав был с Адиной. Адина, интересная история, мы в одной школе учились, правда, в параллели. Я А-класс, она Э-класс. И мы были очень близкими подругами, даже если в разных классах. И прям вот лучшие подруги с 4 класса, еще до Юфрейма, мы прям с ней классно дружили. В итоге она, команда, вы разрастаетесь, я капец за нее рада. И в один момент она решает уйти, и причем она это говорит мне. Мы с ней встретились, я хорошо помню, гуляли по Тулебайке, и она мне говорит, короче, я типа ухожу. Я ее начинаю отговаривать, говорю, ты что, вы сейчас поднялись, типа, надо дальше идти. Я начинаю отговаривать, Адина помнит этот разговор. И, она говорит, я уже все решила, типа, ребята, мы уже тоже поговорили, короче, это уже факт. Да. И в итоге Адина вообще была тем человеком, связующим звеном, которая позвала меня на съемки, потому что она отвечала за актеров, и нужно было позвать человека, кто отыгрывал. Да. И она говорит, у меня подружка Аима, она отыгрывает, она как раз на актерском учится. И я приходила, там нужно было сыграть что-то, Да. и я отыгрывала. И мы так с ребятами познакомились за счет Адины. В итоге Адина уходит, и ребята сами втроем снимали. И, я также продолжала сниматься просто как кадровый актер, да, там, типа, внештатный. Да, рада. И в итоге в один момент ребята предлагают, типа, зайти в команду, а мне капец неловко. То есть представьте меня, да, моя лучшая подруга, бывшая участница, и тут ребята такие предлагают, а мне, неудобно. Это как будто я такая... как крыса. Я такая По говорю... итогу крыса, да? нет. В итоге я ребятам говорю, типа, Соншки, подождите, мне нужно поговорить с Адиной. Помнишь, я один раз, помню, отказала, потом Арти еще раз. Я еще помню, Ярасыл у нас работал бородатый, он сказал, а тебе уже сказали новость, да? Я говорю, что, типа, ты же 4-й участник. Говорю, а я до этого уже сказала, типа, нет. Потому что, честно, было неудобно. В итоге я сажусь, я звоню Адине и говорю эту всю ситуацию. И мне нужно было ее благословение, потому что я не могла как будто работать. Да. Совесть не позволяла. И Адина сказала, брат, ты чё? Говорит, типа, я наоборот рада, что именно ты будешь, чем кто-то извне, потому что ты мне родной человек, и я наоборот буду рада, ребята классные, ты классная, типа, вы вообще, типа, второе дыхание откроете. Да. И все, мне капец легче становится, я с ребятами разговариваю, и, в общем, мы как-то так вот, сошлись. И вот, с тех пор рот боюсь открыть, потому что загасили сильно вот так. Я даже это сейчас говорю, я даже сейчас это говорю, я покраснела. Потрогай, у меня щеки умерли, посмотри, у меня давление поднялось. Это тоналка, но я сейчас красная. Тоже жертвенная манипуляция пошла сейчас. Скотина просто. Я так подтряхивает. Сейчас максимально, это же не... Тряхиваю, так же да. нет. Нет, оно реально горит. Я говорю, У нас есть этот триггер, чуть-чуть есть такое. Я тоже, Окей, когда говорю, окей. я боюсь, уже нормально ли. Короче, ладно. Ладно, Нет, кстати, простите, в этом- простите Ну, за то, кстати, что я что такой прикол, они сначала шутят, а потом она начинает плакать, Там в один момент, и да. уже это- такое, короче, сумасшествие.
Но, кстати, вместо АИМ, ну, до того, Да. как мы приняли решение, что будем ее брать, мы хотели взять Нагима Нагимушу, была. Машу Миллер, Что-то Да, Маша да, не- да, Мария Миллер. был и, вариант. кажется, Мадлен, но я не уверена, было ли такое. Нагимуша прям был прецедент, Был, мы прям был. сделали фотосет уже, просто Да. потом, да, не пошло. Ну, потом, да, мы что-то... А вообще, если брать, вообще исторически первая участница была Эльдана. Да. Это моя одноклассница с музыкальной школы, которая вообще начала с нами вот там буквально, ну там несколько месяцев, да, мы поснимали, все было классно, а потом у нее пошли экзамены, я помню, в 11 классе музыкальные, сложные, и она просто отказалась, и Ну, тогда появился Дина. А, Да, да, кстати- давай чуть, вот хочется, короче, больше искренности, если честно. Да. Типа, мы шкнили на нее, если честно, потому что для нас это тогда уже стало таким большим делом, мы понимали, что есть какая-то перспектива, и мы прям ругались с Элей. Типа, Да. блин, почему ты не приходишь, почему ты не снимаешь, не хватает нам каждый раз, ну, тупо человека, не было штатива там, ничего такого, тупо человека не хватало, чтобы подснять, поменяться, там, роль отыграть и так далее. Не, ну, по Да, факту, мы ну, просто снимали подержать друг даже друга. телефон, Да, да, никто же не да. понимал, как на телефон снимать, Да. мы, по сути, тогда первые мобилографы были, по Да, идее, да. сами себе. И Доступ Плаза. и по сути, вот мы шкнили на нее, она сказала, и она прям как ей сказала, мне экзамены, учеба сейчас в консерватории важнее, чем вот эти ваши видео. И мы Кстати. тогда поняли, что типа окей. И ну, зашкнили, конечно, разозлились, и Арман потом позвонил Адине, и она Да, пришла. но все, что не делается, все к лучшему, потому что Эля, она сейчас дает концерты на скрипке. Да, да, она очень Она крутая. нереально классный артист Мгм. стала. Ну, то есть Нашла у каждого себя, свой путь, и капец, Да. это интересно, да, что в момент там у нас может какой-то конфликт там был и так Кстати, далее. вот реально я сейчас все вспоминаю, вот Да, все моменты, все которые моменты, были, все к лучшему. все к лучшему Все всегда во шло. Да. благо, вот как ты сказал Знаете, до вот этого. да. даже я не дорассказала, Юфрейм для меня что значит. По сути, вот ты же говоришь, ты уже пришла там актрисой, но на самом деле Юфрейм, капец, это я сейчас анализирую. Меня, допустим, Талго заметил Юфрейм первую. То есть вот это видео, когда марафон бежали же, он, оказывается, подписался на меня после этого видео. То есть он меня нашел по этому видео, и он подписался и следил за мной. И за счет этого он говорит, я как сейчас помню, типа вот этот видос, где вы бежите с марафоном. Потом, это тоже все равно для меня карьерный рост. То есть, да, я была актрисой, но именно мое становление как блогера, оно свершилось в Юфрейме. Поэтому для меня Юфрейм, я считаю, что это как взросление, становление. Ну и я нашла, допустим, тоже любовь свою. Блин, круто. Вот здесь Человека вот нашел. я только что, когда мы кушали, я хотел вот эту тему задвинуть, ты как раз к ней подвела. Вот «Найди себя», кстати, слоган, который был, он еще был связан с тем, то, что через Юфрейм прошло очень много крутых режиссеров, операторов, актеров, музыкантов. И это вот как раз-таки про то, что типа найди себя и про какое-то видение и Армана, и в том числе и других ребят, которые с нами вот работали, и вот и Карины, и Аим, и где-то меня тоже. Вот давайте просто этих личностей тоже Да. вспомним. Давайте Это вспомним, мы прикольно. просто вот на днях там в Москве были и сидели со Славой, да, Никифоровым, да. И он собрал целый огромный зал Москве, в Москве, на стендап и, свой. а у нас было шоу от Юфрейм, хай-кик шоу. Хай-кик-шоу. Это Да, Вячеслав Никифоров, стендап, он тогда только начинающий стендапер был, нам его посоветовали наши друзья-стендаперы, которые сейчас тоже топчики, Мадик, Бырш, они нам посоветовали его, говорят, вот он спортивный, классный, у вас есть спортивный канал, типа, Еще с на юмором. Ютубе, да, еще с юмором, он может что-то сделать, а мы понимали, что... Спорт был. Да, мы тогда понимали, да, Юспорт у нас был канал, мы тогда на YouTube, мы вот прикольную вещь, то, что говорили за камерами, что мы чуть-чуть не в свое время, короче, начали вот YouTube там сильно стрелять, короче. И вот на Юспорте, короче, был канал Ногомяч, который вот я футбольный контент тогда еще вел. И вот мы понимали, что UFC сильно вот набирает ход. Вот сейчас же все смотрят абсолютно, вот это топ-1 новость для всех пацанов. И мы вот нашли в его лице, типа, вот этого чувака. И по сути, он вот, они встретили его там в Москве, и он Да. говорит, если бы мы продолжили, это, скорее всего, привело бы там к поп-ММА, к этим всяким, что сейчас супер популярно. Вот- Ю-мьюзик был бы еще Да, а круче. тогда он вообще не залетал, там 1000 просмотров, и мы закрыли проект, потому что тяжело, Нет, нерентабельно у нас было. просто было параллельно 5 шоу, Много помимо было. Юфрейм, и все это мы со своих денег делали. То есть мы сами не зарабатывали, а все, да. что как бы приходилось Юфрейм, мы это все на вот эти вот шоу. Все рекламные давали. интеграции Юфрейма мы И туда что вбухивали. И вы по сути в понимали? этот момент все как бы и начало вот так потихоньку На спад- загибаться, на спад потому идти. что просто мы не вывозили тот объем, который на себя взвалили. Да, да, да. Вот. Но в и итоге плюс- это вложение же было. Сейчас за то, что у вас было столько проектов, это опыт, это узнаваемость, и это было как просто вложение. Ну, да? это А потом опыт. сейчас Что вы очень понимали, классно. я помню момент, короче, проект U-Music, это Да. музыкальное направление. Вообще там столько Давай топчиков. смотри, первый, кто был из, Абдер. Абдер. первый из MD. исполнителей был MD. MD. МД школьник Queen. тогда, он Да. пришел к нам в Юфрейм кафе, я помню, Да. в випку.
Он говорит, как ты записываешь музыку? Он говорит, вот на обычный наушник, Наушники вот так вот, он айфоновские, да. айфоновский, он на них песни записывал. Да. А мы тогда в ВК, его Адина, кстати, посоветовал, Да. нашла его. Он говорит, топчик, типа, вот я говорю про видение, да? Да. Про то, что куда-то вперед глядели. Он говорит, он будущий, типа, разъебщик, она прямо так сказала, типа, мы его позвали, и школьник нам приходит, который не понимает вообще, что, как двигаться, и он прям побоялся, говорит, я поговорю, там, типа, с кем-то он сказал, с братом Да, или с да, продюсером, да, да. типа, ну... Какой-то у него был типа менеджер. Типа такой, менеджер, выпендривался, да. походу. Это Но- же Камалдин был, нет? Не знаю. вроде Может бы быть, не кстати, было. Что-то да. такое И как все, будто было. один из первых он Потом, артистов после Music. этого был Абдер, мы с ним договаривались Просто тоже. пипец тоже. Потом, короче, мы подписали Лимбу. Вот прям Да. подписали с ним, потом он раз что-то отменил там. Потом у Потом нас у был нас был Сон конкурс. Паскаль, Сон Паскаль был. Да, потом у нас был конкурс, где мы выбрали The Queen. победительница. Что-то там да, тоже да, было, да, да, я не да. знаю, что за конкурс Это было был. до You'frame Music, это было давным-давно, она еще тогда была маленькая, участвовала в Да, конкурсах но от я You'frame. просто помню, как она Офигеть. запомнилась, типа Да, такая да, яркая, да, красивая, да. пела, классно. Да. Ну и в Прикольно. целом, ребята, даже блогеры, многие у нас снимались. Мадлен снималась, Маша Мадлен говорила про снималась. то, что у нее прям сильный буст пошел после «Братух». Вот как мы М, начали ее снимать, да. сильно вообще вот так Надо То есть взяла. отдельно просто все- проговорить про И братухи. многие хотели, допустим, сниматься в наших видосах, по Да, сути. да. Прям с удовольствием шли. не Можно отказывались. Режиссеров сколько? Брыжан, там, какие компании сейчас открывают. Шакарим, да. Шакарим, Брыжан недавно, они запичили, там, не знаю, на $500 тысяч они, короче, 250 тысяч долларов. 250 тысяч долларов Да, да, инвестиции да, привлекли. Айтуре Щекер же снял. Айтуре Щекер, он снимал нам, Братухи. еще плохо снимал, помнишь, мы Да, прям да, ругались да, с ним, да, Казах да, Бро, Айтурешка, прям вот Казах мы Бро. вместе вот так вот все росли, а сейчас я вот недавно на мероприятии тоже вижу, смотрю на него, хотел подойти, типа, я прям помню, мы снимали прям рекламные какие-то интеграции для OLX за 10 тысяч или за 5 ты тысяч, вот так помнишь, вот, мы вот так на- росли вместе. Оператора крана. Кран Талатбек нам снимал вайн просто, бесплатно он снимал нам вайн рекламный, чтобы просто как Опыт. кейс у него Да, был. да, да, И да, вот так да. говорю же вместе, я не то, что сейчас кичусь, типа, мы крутые и так Не, далее. не, просто- просто что вместе росли с Тогда крутыми вместе чуваками. росли. все ребята, кто что-то сейчас делает, такие продуктивные, они просто как-то подтягивались друг к другу, как будто, знаешь, Пазл как-то- Все складывался. опыта набирались. Да, 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 это очень прикольно. Таких ребят много. Ильяс Джапаров, нормально общаюсь, какой тоже талант. Все пацаны из Капслока, там Фара сейчас какой Хаким, сценарист был наш. Хаким наш сценарист с Асалом. Асал тоже сейчас все проекты пишет, новый сценарий для Салема и так далее. С кем мы вот нагомячивали. Дофига пацанов в окружении, кто круто Вот очень стрельнул. Меня знают вот как Юфрейм, меня знают в регионах больше как актрису, и еще знают Зарину. Вот Зарина, Хакимовский сериал, вот, он капец тоже классный. По сути, 100%. Хаким очень талантливый. 100%. Вообще, еще хотелось бы насчет братух отдельно рассказать, потому что я заметил, что вот ассоциации с Юфреймом это Это 100% братухи, да, братухи, это потому что это было, наверное, самое яркое что-то. И вот я помню тот момент, когда она зародилась идея, мы, короче, сидели, у нас была кафешка, Юфрейм кафе, На летке. мы сидели, короче, с пацанами, сценаристами, вот Хаким, там вот его команда, там Фара, Асл, Алибек. Мы сидели, и, короче, кто-то начал угорать и общаться на цитатах из ВК, да. что-то такое было. И потом мы такие, а прикинь, типа, сделать видео чисто из цитат ВК. И, короче, просто начали сами ржать Да. и тупо накидывать все цитаты и строить вот такие диалоги. И потом, короче, раз что-то произошло, мы быстро тах-тах-тах-тах-тах организовали, Да. отсняли, залили и бабах! Просто разорвало, я помню. Да, и прям просили продолжение, мы поняли, продолжение? Это что, И сериал? это был первый инста-сериал. Да. Не, это Батырова первый был. Да. Мы, в общем, начали снимать очень активно. И я помню, знаете, братухи до какого-то момента, знаете, я помню самый момент пика просто хайпа братух. Мы зашли с Кариной в универ. Я помню, идут на втором этаже, и прикиньте, на первом Да, этаже, вот так вот смотри. вот так поднимаюсь через зал, вот так через, ну, вот иду, прикинь, на первом, и все чуваки, там 3-4 чувака идут какие-то по коридору, они смотрят братухи. Я поднимаюсь на втором этаже, говорят братухи какие-то цитаты, и на третьем я слышу видео, я помню, Каря, помнишь, я говорю, Каря, Да. ты поняла? Я так в шоке. Типа, мама. это что-то произошло, типа, что-то феноменальное. Не просто, типа, знаешь, ну там, тебе что-то нравится, что-то залетело, а это прям феномен, короче. Культовый был. тогда был сериал. Да. И, короче, мы что-то Блин, из я хочу прикола. повторить что-нибудь такое. Да, и это прям такое чувство, да? Это энергию дает, да? Это нереальная чисто, энергия. Это просто как будто бы душа требует этого. Да. Как будто бы и наша энергия, она сливается, грамотное что-то получается, и как-то от души, оно так круто. То есть ты сам от этого кайфуешь. Мгм. Плюс это легендарно, что Мы становится. писали до утра сценарий, организовывая одновременно. Да. Потом с утра снимали без сна.
до обеда, с обеда до вечера монтировали, И вечером выкладывали. выкладывали, и потом шли спать. Ну, Мгм. то есть, прикиньте, это же, по сути, там не было денег, там не было никакой мотивации это снимать, кроме чистого энтузиазма, творчества и все. То есть мы это Да. делали просто потому, что хотели это делать. Не, вот Голодные в были. таком вообще ритме мы года 2-3 точно жили вообще. Просто вот, типа, мы ночью писались, там, мы даже спать толком не ложились. Вот ночью мы в 6-7 собирались на Атакенте, в Элефанте, писали идеи, придумывали, организовывали одновременно. Утром доорганизовывали, в обед снимали, вечером выкладывали. Мы Монтировали еще и все. бурагозить И, успевали. и там, да? подряд, да. Рейвили. Хасли что-то успевали, что-то рок-н-ролл у нас жесткий был, короче. Ну, мы прям и рейвить успевали. Ну, объективно, вот эти наши вписки, это тоже, капец, такая отдельная классная часть. Да, да. По Да. идее, это же офигенно прожитая молодость, Да. юношество. То есть мы вот так вот, я помню, в Москве вечер, холодно, страшная хата, просто с красными обоями. И мы вот так сидим, и последняя, что ли, серия «Братух», или что-то такое было, Да, мы на полу помните? смотрели, И уже мы на полу смонтировано нам смотрели, скинули. да, Да. И вот так плакали, И мы вот плакали. вчетвером, или кто-то еще Рахим, был. Абрамов, все сидели, Да, мы и мы вот так плакали, смотрели, и это так было легендарно. Да. Ну, то есть вот эти вот наши посиделки дома, это вообще для меня отдельный кайф. Вы знаете, я вот сейчас слушаю нас, я одну вижу, короче, интересную закономерность. Мы тупо все взяли именно супер большим количеством работы нафиг. Мы просто реально, да, вот сколько по Юфрейму мы отстреляли видосов, да? Вот просто мы их так много сделали, тупо много их сделали. Кстати, Что аж страница страницу Юфрейм удалилась. удалили. Ух, блин, мысли сходятся у Я гения. загрустила из-за этого. А Я что-то хотела... они в тему удалили, Что-то да? она удалилась. Мы просто долго была. туда не заходили. Короче, вот расскажу, многие спрашивают реально меня в жизни, типа, а чё, где Юфрейм, где страница? Мы, короче, как решили, что честно будет этот проект, когда мы закрыли, что, типа, честно будет этот проект оставить как такой памятник, просто, типа, вот, чтобы не кто-то им один пользовался, а просто, что это же коллективный труд, пусть он так и остается, и там никто пусть не сидит, ничего не постит, все. И через некоторое время Инстаграм просто увидел, что там нету активности, его просто удалил. Ну хотя я вот с этим не согласен, потому что мы там на свадьбе Исентай и Разюши закинули оттуда Хотя лайн. да. Вообще-то да. И после этого через полгода где-то удалили. Я да. думаю, какие-то там, может быть, видосы удаляли, а мы не обжаловали, и они вот, скорее всего, и накрыли страницу. Ну, уже ладно. В Ну, Ютубе есть. грустно, капец. А так это был мемориал страница? Да. Да. Такая, то есть Первый диджитал, заходишь, медиа памятник. смотришь. Сейчас только на Ютубе, если наберете Юфрейм Вайн, Но и то там не все же. то там не все. к сожалению. Ну, вот реально, типа, вот то, что я для себя хочу подметить, это просто действительно, вот я сейчас замечаю, все шло всегда во благо, короче, в итоге. Все связи с людьми, которые были, они тоже были не зря. И этим людям тоже это было в тему в момент. И нам было где-то в момент какой-то опыт, по-любому. Хотя что-то думали, вот закончилось, или не получился какой-то проект, а по итогу все офигенно было. Ну и в-третьих, просто оказывается, можно взять все трудом, просто обстреливая большим количеством действий, ты по-любому что-то получится, короче. И вот это прикольно. И мы реально еще, и четвертый момент для меня лично, что мы просто делали то, что любили до конца, реально. И у нас просто все шло. К нам подтягивались все звезды. Мы легко со всеми договаривались. Хотя делали, по сути, просто юмористические видео, да? На какой-то период у нас было самое большое количество подписчиков же, да? Больше, Да. чем у Байнистая. Помните, Да, у Байнистая было да. самое большое количество. Да. Я Потом помню, как мы резко с у ней нас. снимали. Да. Она просто что-то сказала, типа, ах вы такие, типа, Да, да, да. типа, короче, обогнали. Да, да, да. Прикольно. Но классно с ней было тоже сниматься, Да. да? Она с одного дубля все. Не, Вообще ребят, я классно вот так отыгрывала. скажу, в моменте мы были самые популярные в СНГ. Мгм. Больше всего подписчиков в СНГ было. Там еще... Реально? Мы же вообще раньше начали вот эту структуру вайнов, чем даже там. Вот именно команда и так далее. Поэтому они все... В моменте, помнишь, к нам сама тянулась Настя Ивлеева, хотела что-то совместку снять, а потом у нее резкий взрыв пошел, она что-то перестала на сообщения Да, отвечать. да, да. Чуть-чуть зазвездилась, короче. Да, да, Но да. в моменте, типа, она писала, и Джека там она успела отснять, Да. типа, он ее А, добил, точно. короче, Да. дожал, он ее дожал. Вот, и, ну, потом, да, они, ну, как бы, их просто очень много, там, вся Россия намного больше, да, как Да. бы. Мы Помните, поэтому как мы- туда хотели тот рынок брать тоже. Помните, как мы бургерные открывали? Офигеть, сколько народу приходило. И вот тогда я, вот именно на открытиях я чувствовала какую-то суперсилу нашу, что ли. Вот типа,
И я чувствовала, мы рок-н-ролльщики, мы Элвисы, Пресли. Вот, Не, типа а вот эта такое история вайб вообще был. как получил изначально, вот еще до тебя это было вот с Адиной, она, кстати, говорит, вот я там рекламировал одно заведение, хозяин зовет, Да. давайте, он хочет там по рекламе пообщаться. Адина по итогу капец, Адина да? привела к нам Юфрейм бургера вообще, да, Идея. Асике. Юфрейм кафе, Асике, Асхат Абумухан, просто навстречу мы приходим, мы думаем, рекламу заведения будет делать, мы уже с накидками, с какими-то идеями пришли, с рефами, он такой, покушайте, я, короче, хочу открыть кафе, Юфрейм кафе, мы такие, что? Через 3 месяца было Юфрейм кафе на Панфилова. он, короче, Она тогда сказал, даже не пешеходная была, Прикиньте, мы, настолько по это сути, давно. даже не договорились глобально вот так, прям, чтоб, прям, знаешь, какой-то там договор составить, так по-взрослому. После договора уже Он был, просто да. такой, погнали, сейчас что-нибудь сделаем. И мы думаем, мы забили, помнишь, мы даже не ждали ничего. Да. И он звонит, да. говорит, подъедьте, говорит, мы И приезжаем на... просто нам локацию скидывает, и мы приезжаем, и написано Юфрейм кафе. Мы в Афике, 800 квадратов. Да, Наши лица. наши лица на портреты нарисованы на стенах. И в туалетах. Ужасно. туалет. Это было кринжово. Прикиньте, чувак тогда было просто круто. взял Да. и сделал, и все, молча. Вот тогда мы офигели, Да, помните? Это был да. какой-то новый И уровень. это тоже о том, что, типа, для него это тоже, он потом же рассказывал, что это был риск, он последние деньги из семьи забрал, то продал, это продал, пульнул, и у него потом все проекты поперли. Жека, Саламбро, все топовые проекты, Кекс Брэндс, типа, оттуда Да, пошли потом. да. Это тоже какой кейс, то, что вот все ребята, вот мы вместе вот росли. И Да. это круто, что вот так вот получается. И прикольно, да, что, кстати, вот сильные ребята, как-то их тянет друг к другу, да, типа изначально. То есть ты как-то притягиваешь вот таких людей. Потому что мы же его не знали вот так прям. Да. Он так, фук, раз подтянулся, и так, фук, раз у нас результаты какие-то классные. Это очень прикольно, это очень прикольно. Что у вас, какие еще Ну, ассоциации? еще прикольно то, что мы теперь соседи стали. Вот, я тоже хотела сказать. Это вообще Да. удивительно. Так, это вообще отдельная история. Мы мечтали, помните, типа, прикиньте, все будем рядом жить, на съемки не нужно приезжать, все будем на одном Да, месте блин, снимать. прости, Это же пожалуйста, им то, утопия. что это чуть-чуть до тебя было. Мы же вот смотрели 6-секундные вайны, мы же оттуда все Да. начали. И мы смотрели на этих Кинг Бачи, на всех вот Да. этих ребят, и они снимали где-то в LA, в Калифорнии, в одном ЖК все. Вот прям по вайнам было видно, они где-то в одной локации Да, все, да, 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 все да. снимают. И мы тогда вот с этим, блин, губастиком мечтаем, прикинь, мы будем в одном месте жить. И вот буквально 3 месяца назад получилось приобрести у нас таунхаус по соседству. Вот прям 9 таунхаусов там стоит. И Мы получается втроем. 3 из них это вот наши. В прошлом выпуске с Аханом Сатаевым он подарил для вас 2 билета в кино VIP-зал внутри кинопарка. И вот победитель, который забирает вот эти 2 билета. Приятного просмотра. В этом выпуске будет очень много подарков, поэтому не пропустите. Что для тебя Юфрейм было? Что для меня Юфрейм? Для меня это, типа... Блин, для меня это дом. Потому что это был мой дом. Очень долгое время. Это была моя семья. То есть, как вот сейчас у нас есть семья, вот так же вот ребята для меня были семьей и есть друзьями. Нет, Вот, видели? Вот, Нет, почему? Типа, Я сама поблажь Я сама. думаю, Я что сказал, сказала. так, Я ладно. вот так начала трогаться, да, и он Да. говорит, о, дебилка, о, Нет, дебилка. смотри, сама додумала дебилку. Ну и для меня Юфрейм... А еще знаете, какой прикол был? Если, допустим, гасят его, я не могу смеяться. А если гасят ее или ее, и кто-то рассмеялся, то там они все тоже ругаются. Да, короче. да, да, Женская да, мужская да, солидарность да, была да. всегда у нас. Нет, если мы Солидарно. гасим Мы даже сидим Арму, так. и она его гасит, я вот так вот масло в огонь подливаю, Да, а вот он можно. сдохший, там, типа, ему так стоит. И вот то, что она его подавляет, я так делаю, Да, типа, неужели да. он так делает? Просто это вот так вот, и все. Да, Ну, да, короче, да. для меня Юфрейм это семья. Какая-никакая, в семье не без родов, тоже есть. Ты это мне показала. Нет, я на мужа показал. Блин, ну вот эти уродские все роли я выполнял, где надо что-то есть, падать, прыгать, умирать. Блин, а я все время играла какую-то проститутку, вот Да, постоянно. было такое. Ну ты кайфовал от этого. Ну да, по идее. Это тоже По какая-то идее, травма. мне нравится, по идее, мне нравится, что мы не стеснялись показаться смешными или страшными. Да. Типа, Да. вообще, мы не были такими вип-казахами, нам было пофиг. Мы отыгрывали страшные рожи, делали, помните? Это сейчас мы вот так вот Уши. только левой стороной вот так сидим. Потом, помните, мы все толстые были.
Да, Да. я до Да, сих пор. отёкшие, Мы очень отёкшие. толстые были. Мы с Армой Все- до сих пор. Блин, если Да. найдутся фотографии, вот посмотрите, мы все, потому что мы бургеры бесконечно Да. А знаете почему? кушали. Потому что нам бесплатно давал KFC, был такой человек, помню. Жарас. Да, сертификаты. Он давал нам бесплатно KFC, Хардис и Коста Бургер Кофе. Кинг. Сертификаты за посты. Мы, прикиньте, какое время было. Мы пост выкладывали, за один сертификат Не бургер. один. Не один, Там 25 было давали. 25, вот так там. вот. И это того стоило, реально. ну тогда стоило, Спасибо да. Жарасу, я не знаю, что сейчас с ним. Еще один раз Мы на Булака работали за наступали. еду. Бесплатно просто, за еду, да. Ну, мы вот так ходили. Я СММщиком работал за 20 тысяч тенге. Да. Тоже мы сегодня вспоминали. Меня взяли в команду суши. Я снимал контент там целый день. Был первым СММщиком, мне заплатили 20 По идее, тысяч тенге. 2014 год, он, по идее, может быть, был в Инстаграме первым СММщиком вообще в Казахстане, по идее, а может в мире. За 20-ку. За 20-ку. Он сказал, давайте я вайны вам буду на страницу снимать для суши. И снимал, прикиньте. Такие с 20. эффектами, да. Ну, он не знал, что 20 тысяч в конце заплатит, он думал, побольше заплатит. Но ему 20-ку Мы за заплатили. 60 договорились, я помню. И он в конце мне 20 закинул. Думал, вот черт. Типа KPI ты не выполнил, Да да? я не знаю, он что-то придумал там, и, короче, меня 20-ку. Вообще несправедливо, я сейчас понимаю, это ужас. Да. Не, а Они, ребята, кажется, вот есть. давайте обсудим, просто вот Жукец видел, и вообще я начал вспоминать, что вообще рынок создавался, вот я не скажу, ну побоюсь, эго не позволит сказать нами, но вот вокруг нас и вместе мы создавали этот рынок. Помните, цена за рекламу 1 тенге, один подписчик. Потому что мы не знали, как давать цену. Да. И был такой этап. Вот прикиньте, сейчас все понимают, что реклама, ты должен идти к блогеру, или там ты должен в Инстаграме подаваться, или таргет и так далее. А мы тогда занимались тем, что мы предприниматели, бизнесы уговаривали делать рекламу в Инстаграме и туда бюджет сливать, какой-то хотя бы мизерный. Они такие, нет, зачем? Объясняли. У нас есть газеты, у нас журналы, у нас билборды, у нас радио. Да. Вот и мы боролись с этим, представляете? Типа, и это вот на наших глазах все вот так вот выросло, какие-то прайсы появились и так далее. и так далее, Многие, и так далее. наверное, не знают, но ребята создали 21. Вообще агентство 21, это было создано, вот ребята бесплатно работали, 0 тенге получали, но создали как раз-таки агентство, за счет чего там блогеры зарабатывали на Мы рекламе. понимали, это что... первое да. агентство же было. По больше сути, нет. да, Не 100%. было больше. Мы понимали, Прикольно. что, типа, мы не вечно будем вайны снимать, и, типа, на чем сейчас мы зарабатываем, что происходит? Реклама. Блогеров все больше и больше становилось. Хотя, Да. когда мы, ну, вот, повторяю историю, когда мы только начинали снимать, мы думали уже поздно. Сейчас сколько, да, ТикТок там Ну, приносит еще блогер. новых лиц, каждый раз все больше и больше. И вот мы такие, надо блогерское агентство делать. У нас столько друзей, столько мы со всеми вайны снимаем. Мадлен, помню, я лично привозил договор. 30%, помню, мы брали с ее рекламы. Я прям подписывал, помню, с ней договор на год прям. И вот так мы, Аим там было отдельно, мы отдельно были, еще какие-то друзья-блогеры были. Кого-то мы начали продавать. И вот первое агентство создали, но что-то благополучно мы как-то ничего не создали, потому что молодые ничего не знали, мы просто вот создали, и потом просто из-за того, что устали, не хотели этим заниматься, вышли. Хотя, по сути, мы весь бюджет, который зарабатывал Youframe, на рекламах и так далее, это хорошие деньги были. Мы все вливали туда, в 21, чтобы зарплаты платить ребятам, чтобы Аренду. на офис, аренду, там, налоги и так далее, и так далее, и так далее. И просто благополучно вышли, потому что устали. И сейчас только понимаем, что по сути мы могли по уму это сделать, Да. там, где-то, не знаю, задокументировать, что мы там сооснователи, какой-то процент, чтобы у нас был. Да, мы могли в операционке не участвовать, но вот так вот получилось. И это в любом случае благо, типа, какое-то. Да. Зато мы стали мудрее, опытнее. Я сейчас думаю, капец, столько ошибок сделали, офигеть. Ну, типа, вообще в целом по пути, да? Ёб Просто твою потому мать. что молодые и боялись где-то говорить, да? Ну, Да. типа общаться как Боялись, да и... А с кем посоветовавшись? Это новая и так тема, типа, далее. максимально новая. Это новый рынок. Никто даже и толком... Мы советовались, у нас были юристы там, ребят. Никто толком посоветовать даже не мог. И так каждый раз, да, реально новый уровень, и там свои проблемы, свои барьеры. И потом ты это изучаешь, исследуешь, и потом как-то пробиваешься и дальше, и дальше, и дальше. Офигеть, офигеть. Да. Я вообще помню нашу первую рекламу. Там, благо, чувак доверился нам. Это реклама чехлов была. Факеши. Факеши, если вы еще существуете, ребята, хочу извиниться. Потому что мы тогда увидели, мы же на Запад сильно смотрели, мы увидели product placement. Да. Реклама типа просто стоит что-то Да. на фоне где-то. Ну там был какой-то бренд суперизвестный при этом. Да, а мы не понимали, что должен быть, ну нам были 18 лет, и мы такие, мы снимем вам вайн, вообще вайн отдаленный, просто там Арман что-то звонил Карине, она дома там, и Арман когда звонил Карине, вот этот кадр, там просто кадр один, он Секунда. так, 1 секунда, вот это, алло, там на фоне было Факеши написано, просто не в тему.
Но мы продали эту рекламу за 25 тысяч тенге. Да. И разделили вот так по 5 тысяч там. вот, Да. четверым Ну еще. тогда и курс другой был, давайте так, да. Сейчас 25 тысяч тенге, это как будто вот обед в ресторане, да, но на тот Тогда момент нормально это было. было нормально. Нормально вообще было, в целом. Да. Кстати, у меня родители до последнего сомневались, чем я занимаюсь. То есть мои родители работают в театре, О, у них офигенная зарплата тема. есть, да. И когда я пришла, то есть изначально родители хотели, что я в театре работала, и они понимают, что это прям кровью и потом добытые деньги, и они, когда узнали, что там мы ходим, просто веселимся, ну для них это как будто Да. мы просто веселимся, да, фотоимся, и там за посты нам платят. Мой папа сказал, так, это какая-то секта, типа, чем-то они плохим занимаются, да, она, типа, за границу еще летают, типа, что за фигня. Мы же бесплатно летали же, помните? Да. В Дубай мы летали бесплатно, в Ну как Корею бесплатно, вот 5 летали. постов в день хреначили. Ну там, конечно, Да. кабальные условия были, но в целом это для них странно. То есть для наших родителей доказать, что ты зарабатываешь в Инстаграме, как раз это первопроходцы мы, это было что-то очень сложное. И я помню, мама с папой прям не доверяли, говорили, типа, а ты давай приводи их на обед, поговорим с ними. Типа, а что происходит, солнышко, вот так? И я им объясняю, они не верят. И я, Прикольно. прикиньте, прям вот долго, они думали, что мы чем-то очень плохим Ничего не занимаемся. напоминает эта история? Чё? Один. Подъезд, один. Да, один, Да. папа. То же самое, вот нас ЖК, начало Жекиной истории. О! Он в Таразе делал вечеринки, и он к нам Бассейн приходит, я вам Дидик. оплачу поезд, проживание, вечеринка, 2 дня в Тарас вы поедете, будете там королями, что-то еще заплачу, короче. Да. И мы вот четвером, один, все, поехали, мы как Ефрейм поедем туда, нам заплатят, мы рекламу снимем, что-то, вечеринка, мы захаслим. Один говорит, меня не отпускают в другой город родители, она помладше, на 98-го года. И мы такие, окей, давай поговорим сами, типа, с Арманом, как придем, вот поговорим, она Карину увидит, увидит, что нормальные мы люди. И мы в подъезде у один общаемся, вышел папа один, он взрослый человек, и он первое, что сказал, а вы вообще как позиционируете себя в социуме? Я в этот момент понял, что все, салам алейкум, разворачиваемся, мы никуда не поедем. Ну, то есть- Она не поехала в итоге? Мы тоже не Её не поехали. Ну, как бы, часть команды, часть Команда корабля, же, мы да. команда, либо едем, либо не едем. И все, мы поняли, что да, ну, мы не поедем, и дальше начали фигачить просто в городе, потихоньку уже, папа уже потом и в Дубае начал пускать, потому что он на первые деньги начал приносить, и он понял, что это такое. Но я к тому, что изначально, конечно, родители там не доверяли, у меня мама тоже не понимала, что такое там, что происходило. Ну, с доверием, типа, но беспокоилась. Я со скандалом заканчивала университет, просто со скандалом. Я на 3-м курсе хотела уйти, потому что как раз-таки на 2-м курсе я пришла в Ефрейм. 2-й курс на добром слове, слава богу, При там том, что закончили. актерство, да, у тебя? Актерство, да. 3-й курс, все, я начинаю уже работать полноценно, у меня кино параллельно и Ефрейм. Но преподаватели почему-то меня не понимали, хотя я же уже практику прохожу, считается, да. И тут, короче, скандал, мама говорит, типа, надо заканчивать, маме важен диплом. Тут чуваки, команда, работа, и я вот так умирала, ходила, если честно. Я говорила, я брошу, типа, мне это не нужно, я уже, мам, работаю, типа, вот так вот. Но со скандалом завершила. Блин, ребята, вот это очень классная, Чаще. актуальная тема, вот, Да. ну, в любом Лучше случае, молодое закончить, поколение смотрит да. вот про учебу и про родителей. Давайте вот блог закончим Да. и дальше перейдем. Типа, и там много еще классных Мы тем, которые хотелось бы просто донести. на 1-м курсе забеременели. У нас На вообще, да, на 2-м. Да, И у нас, короче, там все одновременно, еще помимо работы, еще ребенок теперь, который вот появится, и там вот это все одновременно. Мы вообще там, я не знаю, как с Божьей помощью. Не, вот чисто- как облегчил Боженька в плане того, что в моменте потом мы благодаря Юфрейму снимали вайны Турану университету, Да. и ребята не платили за университет. Да. И типа, и никто не шкнил, ни я, ни один, типа, Да. почему это мы? Типа, У тебя наоборот, был грант, да? я на гранте учился, да, со стипендии благополучно я слетел, потому что толком самое. Да. учиться да, не успевал, но я на грант успел А поступить. знаешь, как мы добились вот этого, типа, турановского бесплатного обучения? Мы, короче, шли, я помню, вот в буфет спускались на 1-м этаже, А, там и, был маркетинг. и написано маркетинг. Я такой, блин, а что если мы бесплатно будем учиться и договоримся за рекламу? Да. И мы, короче, заходим, я узнаю, там, с кому можно что написать, и Расик тогда гениально сделал. Он, короче, узнал, что наш ректор, он, короче, там, работал в тот момент, еще помню, депутатом, и он написал, сделал такую презентацию, где вначале был президент в 1-м кадре, Да, вот да. презы. И там его цитата, ну, я не помню дословно, но примерно, Что-то типа, что молодежи надо доверять условно. творческую молодежь надо поддерживать, Да. короче.
И мы, прикинь, сделали такую презу, так структурно накидали, что мы дадим в ответ за наше бесплатное обучение. И нам дали добро, и мы договорились. Для родителей, я помню, вот тогда они признали, что это что-то значимое. Потому что, типа, для наших родителей универ платить, Да, помнишь, это был было стресс? вообще не Они такое. были в таком стрессе. И тут мы бесплатно закрыли год, я помню, они были в шоке. И вы напротив университета на афише висели. Да. Типа университет Туран. Да. Какой классный кейс, я вот про это говорю. То, Да. что, типа, поддержка родителей очень важна. И если родители нас смотрят, тоже Знаешь, в любом деле где-то поддерживают. Наверное, родители, они правильно, что за нас так переживали? Переживают, да. Просто надо, наверное, все-таки родителям показывать твердые результаты какие-то. Я думаю, что вот... Да. Но мне просто когда- не всегда же результат сразу может Ну пройти. да, не, я понимаю, просто имеется в виду, мне вот когда ребята спрашивают какие-то, кто только чем-то занимается, типа, как объяснить что-то родителям, что это типа круто или что-то такое? Я говорю, ну, ребят, блин, вы можете долго с ними разговаривать, можете там что-то им объяснять, вы просто результат покажите, хоть какой-то. Да. Родителям Да, нужно материально увидеть, желательно. что типа, блин, ладно, мой ребенок действительно что-то делает. Такое что-то материальное, и они успокоятся, мне кажется. Мгм. Ребят, я вот хочу поблагодарить вас. Реально, мы вот действительно наглядный пример, что можно вот добиться каких-то результатов, да, у нас не самые там, наверное, лучшие результаты какие-то там в мире, но мы, тем не менее, добились чего-то, причем это реально с нуля, не имея никакой поддержки, ничего, чисто на энтузиазме, чисто вот на стабильность, на стабильной такой настойчивости. Мы сделали очень много прикольного и очень много ошибок одновременно, и это реально офигенно. Спасибо вот каждому из вас. Я реально очень благодарен за то, что вообще был YouFrame, за то, что все так произошло. Поэтому вот, это я свое сказал. Я тоже очень сильно благодарна, ребята, вам. Честно, вот в моей жизни все равно вот есть друзья, и вот вы для меня вот что-то больше, чем друзья, все равно. То есть, да, понятное дело, мы не родные братья, сестры, но для меня вы как будто все равно что-то прям родное. Вот как будто, ну, действительно же жили вместе, были периоды в Москве, мы жили вместе, путешествовали вместе, и для меня вы все равно как вот вторая семья. Ну, то есть ощущение чего-то очень родного, как будто ты своего брата видишь, сестру видишь. Очень люблю вас, ребята. Вы каждый по отдельности, личность очень крутая, делаете классные вещи, классные продукты и вносите свою лепту в общество, причем очень грамотную. Я благодарна, естественно, вам, вот то, что классно Аим говорит, что мы семья, это правда. Мы очень много вместе пережили, даже то, что не переживали и со своими родителями. То есть мы друг друга знаем, мне кажется, лучше, чем кто-либо другой. Вот. Спасибо вам, спасибо вот тем ребятам, мне очень там в комментариях, иногда в директе вижу, типа, я еще с вами со времен YouFrame. Отдельная любовь. И это вот Каждый отдельная... день, говорят, подходят ребята. Да, это отдельная аудитория, которая с нами прошла все, абсолютно все, вы видели все, и вот в моем, ну и в ваших сердцах по-любому вы занимаете отдельное место. Спасибо вам за то, что вы продолжаете нас смотреть. Да. Не знаю, для меня, вот мы вот говорим уже несколько раз, семья. Самый прикол, у нас сейчас в футбольной команде наш тоже главный слоган «Мы семья». И это действительно так, вот я только-только переехал вот к ребятам на район, таунхаусе, так как у нас там ремонт, там толком даже в туалет негде сходить и так далее, но каждый раз там видишь, ребята сильно радуешься, когда кто-то там приезжает со школы, там завозит, или просто там тетя Галя бывает, там дверь откроет, или от Алгу там вижу, я могу спокойно зайти к вам вот так постучать, дверь открыть и зайти, даже если вас не будет, в туалет сходить. И, ну, такие простые как бы вещи, но они и говорят о том, что типа вот настолько мы вот этот прожили такой период жизни, что мы уже вот, ну, не отлепимся друг от друга, мы вот вместе до конца. И вот хочется в это верить, чтобы ничего такого не случилось, чтобы мы, ну, вдруг перестали общаться. Даже вот ты год умерший ходил, все равно. Но все равно мы настолько, да. Все равно оно не оборвалось. Да, мы сразу обратно все то же самое началось. Наверное, я понимаю, что вот это тот этап моей жизни, весь YouFrame, хоть у меня уехала моя семья, я там на тот момент не общался с отцом, хотя он был в городе, вы были моей семьей и остаетесь ей. Просто вот почему меня так, наверное, убило в этой депрессии, потому что я сепарировался от вас, и вот сепарация всегда происходит. Тяжело, скорее всего, я просто вот сам собой остался, типа, и не знал, куда, что, как, у нас какие-то общие цели были, они как-то вот так завершились. И круто, что вот мы вот так вот сейчас продолжаем. И, блин, чувствую мне какая-то несправедливость, что один и нет. Мы тебя любим, спасибо тебе за то, что это тоже огромная часть YouFrame. Вот, и еще раз спроси, если мы там оставили тебе большие. Ну, не если, по-любому оставили какие-то травмы.
Вот. И, ну, при этом, при всем, до сих пор в комментариях что-то пишут, вот с 11 состав лучше, какой-то спор уже есть, типа, с АИМ состав Да. лучше, типа, но и тот для меня золотой состав, и вот. Про Ильдана только никто не вспоминает, к сожалению. Ильдана тоже вообще легенда. Спасибо, Вот. ведущий. Все, давайте, Давайте ребят, всё. команда, Юфрейм. Давайте, А там же две Юфрейм. Так, кстати, в Поскольку конце, стоп, скидали. подарок от каждого из вас. Вы, надеюсь, подготовились. Арти? Я от себя даю 2 сертификата золотого яблока, даже с собой его взяла, чтобы ребятам сразу отдать. Супер, А, спасибо. прикольно. Кстати, Помогите. правила, как всегда, простые. Пишите инсайты свои с этого выпуска и что вы будете для себя в жизни внедрять, забирать. И вот от АИМ 2 подарка. Это сколько там? Или скидка и что там? Это сертификаты золотой, то есть это депозит. А, Новый год. а по сколько там? По 10 тысяч? О, хорошо, окей. Все, АИМ это что у тебя? Я 10 этих марафонов О, хорошо. на январь. То есть Супер. как раз после Нового года, когда мы все наедим. Мгм. Очень классный новый марафон будет, реально очень классный. И вот 10 мест я бы хотела подарить твоим зрителям. А от тебя что? Да. Ты говори. А, ладно. Приколдесный знак того, что мы, типа, прошлое обсуждали, типа, хайп прошлого, спиннер хотел просто дать, и хайп вот этого, типа, дубайский шоколад. А, все. Ну, типа, прошлый хайп. Я, короче, решил книжку подарить, которая вот для нас с Кариной стала такой поворотной в жизни тоже. Это не ЛГБТ. Трансерфинг реальности. Это очень классная книга, реально очень круто влияет на мышление. Решил ее подарить сразу 2 вот такие. Поэтому пишите свои инсайты, и мы просто рандомно вот эти сделаем подарки. Тут итого сколько? 12, 14, 16 подарков. Очень щедро. Жестко. Все, спасибо большое, всем пока.